На разных гонках Ironman всегда толпятся тысячи участников. Тысячи людей бросаются в воду, потом едут на велосипеде, бегут, чтобы на финише услышать одну фразу «You are an Iron Man». Обычно ее произносят для триатлетов-любителей, врачей, инженеров, пожарных, люди абсолютно разных профессий. Но иногда среди финиширующих оказываются люди, чьи лица знают просто весь мир. Актер, только что снявшийся в блокбастере, гонщик Формулы-1, для которого этот старт первый шаг после последнего Гран-при. Певица, которая 20 лет назад собирала стадионы со Spice Girls, а теперь плачет на финишной прямой марафона после 180 километров на велосипеде. Паралимпийский чемпион без ног, который проезжает дистанцию на хендбайке быстрее, чем большинство здоровых людей. Всем привет! Меня зовут Николай Ярмоцик, и это канал On Your Mark Triathlon News. В этом видео истории тех, кто променял красную дорожку, подиум Гран-при или сцену на старт триатлона. Где именно они финишировали, почему выбрали именно эту гонку и что привело их обычно совершенно разных людей к одному и тому же старту в 5 утра. Начнем с тех, для кого спорт – профессия. Казалось бы, профессиональные атлеты должны легко переходить в триатлон. На деле почти никогда. Другие мышцы, другая нервная система, другая психология выносливости. Отдельного внимания заслуживают пилоты Формулы-1. У них уникальная физиология, тренированное сердце, низкий пульс покоя, привычка терпеть перегрузки. Но выносливость на многочасовой дистанции – это все равно другой вид страдания. И несколько чемпионов решили проверить себя именно так. Дженсен Баттон, чемпион мира Формулы-1 2009 года, 306 стартов Гран-при, один из самых титулованных британских гонщиков современности. Баттон начал заниматься триатлоном еще во время активной карьеры в Формуле-1 как способ поддерживать функциональную выносливость и сердечно-сосудистую систему в межсезонье. С годами хобби переросло в серьезное увлечение. Он выступает в Age Group на дистанциях Ironman 73 по всему миру, от Филиппин до Оушенсайда в Калифорнии. В 2017 году на Ironman 73 Oceanside Баттон финишировал третьим в своей возрастной группе, но был дисквалифицирован. Организаторы установили, что он превысил скорость в зоне ограничения на велоэтапе. Баттон отреагировал с юмором. Что ж, тогда до следующей гонки. Следующей гонкой стал Ironman 73 Санта-Роза. Там он выиграл свою возрастную группу 35-39 лет и отобрался на чемпионат мира Ironman 73 в Чаттануге, США. Также он основал собственный благотворительный старт Jensen Button Trust Triathlon, который проходит в Маркетон-парке в Дерби и ежегодно собирает десятки тысяч фунтов на благотворительность. Нико Росберг, чемпион мира Формулы-1 2016 года, многолетний партнер и соперник Льюиса Хэмилтона в Мерседес. Еще будучи действующим пилотом, в 2010 году 25-летний Росберг вышел на старт олимпийской дистанции чемпионата мира по триатлону ITU в австрийском Китсбюэле. Рядом с домом его семьи в Цель-Амзее. Дистанция олимпийская, 1,5 километра плавания, 40 километров велоэтап, 10 километров бег. Финишное время 2 часа 7 минут 33 секунды. Забавный эпизод. На финише велоэтапа Росберг снял шлем чуть раньше положенного момента. За это ему едва не выписали дисквалификацию, ограничившись предупреждением. После гонки он признался, что был вымотан до предела. Я был абсолютно без сил на финише. Я под большим впечатлением от людей, которые делают это регулярно. Марк Вебер, австралийский пилот Формулы-1, 9-кратный победитель Гран-при, выступал за Red Bull Racing. Вебер известен не только классическим триатлоном, сколько созданием и участием в собственном многодневном приключенческом старте на выносливость. Марк Вебер Челлендж, который он организовал в Тасмании в 2003 году. Формат объединяет трейл-бег, каякинг, горный велосипед и элементы, характерные именно для мультиспорта. Идеологически Вебер пошел даже дальше классического Ironman, создав собственный многодневный тест на выносливость для профессиональных и любительских спортсменов. Его история показывает, для гонщиков Формулы-1 увлечение видами спорта на выносливость после жизни на треке почти правило, а не исключение. Алекс Занарди, не менее известная фамилия в мире автоспорта, двукратный чемпион серии карт 97-98 года, пилот Формулы-1 с 91 по 94 год, сезон 99, а дальше
паралимпийский чемпион по хендбайку. В 2001 году в результате страшной аварии в гонке карт в Германии Занарди потерял обе ноги. После ампутации Занарди не только вернулся в автоспорт, но и стал двукратным паралимпийским чемпионом Лондона 2012 в хендбайке. В 2014 году в 48 лет он дебютировал на чемпионате мира Ironman в Коне, Гавайи. Как это было технически? На плавании Занарди использовал специальный гидрокостюм-поплавок, позволяющий держать тело в горизонтальном положении. Заплыв он закончил за 1 час 8 минут 43 секунды. Велоэтап в 180 километров он проехал на разработанном лично под себя хендбайке за 6 часов 7 минут 51 секунду, борясь со встречным и боковым ветром на протяжении почти всей дистанции. Марафон он преодолел в гоночной коляске за 2 часа 24 минуты и 50 секунд. Итоговое время 9:47:14, 273 место из более 2000 финишировавших. Когда диктор Майк Рейли произнес над ним «Алекс Занарди, you are an Iron Man», Занарди признался, что был готов расплакаться. В 2015 году он вернулся в Кону и улучшил результат до 9 часов 40 минут 37 секунд, а в 2019 году на Ironman Италии установил мировой рекорд среди атлетов с инвалидностью 8 часов 25 минут и 30 секунд, финишировав 8-м в абсолютном зачете среди 2560 участников, быстрее подавляющего большинства здоровых любителей. Анна Курникова. Это имя не требует объяснений, кто это и чего она достигла. После завершения профессиональной теннисной карьеры Курникова была замечена среди участников знаменитого Наутика Малибу триатлон в Калифорнии. Гонки, которая уже много лет собирает смешанный состав звезд шоу-бизнеса и профессиональных спортсменов. Если для профессиональных спортсменов триатлон это способ доказать себе, что тело способно на большее и после карьеры, то для актеров и телеведущих это чаще всего вызов совершенно иного порядка. Большинство звезд Голливуда, о которых пойдет речь, стартовали не на легендарной дистанции Ironman в Коне, а на гораздо более доступной, но не менее знаковой гонке Наутика Малибу триатлон. Почему именно Малибу? Триатлон проводится на пляже Зума в Малибу. С 80-х годов и уже несколько десятилетий является главной точкой пересечения мира голливудских звезд и спорта на выносливость. Дистанция спринтерская около полумили плавания, 18 миль велоэтап и 4 мили бега, что делает гонку физически посильной даже для тех, кто никогда не занимался триатлоном профессионально. При этом статус мероприятия таков, что участие в нем это заметный медийный жест. Соревнование ежегодно собирает средства для детского госпиталя в Лос-Анджелесе. И присутствие звезд напрямую увеличивает пожертвования. Именно поэтому Малибу не разовая история, а традиция. Одни и те же имена возвращаются сюда год за годом. Отдельного упоминания стоит целая компания актеров сериала The Office, которые превратили Наутика Малибу триатлон в почти корпоративную традицию с 2011 года. Инициатором обычно выступал Пол Либерштайн. Рейн Уилсон, актер, известный по роли Дуайта Шрута в сериале Офис. Уилсон принял участие в 2012 году вместе с коллегами по сериалу, показав время 2 часа 8 минут 28 секунд. Эд Хелмс, актер и комик, известный по роли Энди Бернарда в «Офисе» и по трилогии «Мальчишник в Вегасе». Шон Эстин, актер, известный по роли в трилогии «Властелин колец», где он сыграл Сэма Гемджи. Эстин единственный, кто дошел до полной дистанции Ironman и не только до спринта в Малибу. В 2015 году он финишировал на этапе Ironman 73 в Калифорнии, а затем в том же году вышел на старт чемпионата мира Ironman в Коне, Гавайи, легендарной полной дистанции. Свой старт он использовал, чтобы собрать более 25 тысяч долларов для благотворительной инициативы. Уильям Мейси, актер, обладатель премии Эмми, известный по фильму «Фарго» и сериалу «Бесстыдники». Мейси вместе со своей супругой, актрисой Фелисити Хаффман, участвовал в Наутика Малибу триатлон в 2006 году. Оба супруга регулярно появлялись на старте этой гонки в середине 2000-х годов. Дженнифер Гарнер, актриса, известная по фильму «Электра» и сериалу «Шпионки». В год выхода «Электры», фильма, где она встретила будущего мужа Бена Аффлекса, 31-летняя Гарнер финишировала на Наутика Малибу триатлон. С тех пор она возвращалась на эту гонку несколько раз. Зак Эфрон, актер, ставший знаменитым благодаря франшизе Disney «Классный мюзикл», а позже фильма «Спасатели Малибу». Эфрон неоднократно упоминался в числе постоянных участников Наутика Малибу триатлон наряду с другими молодыми звездами Голливуда 2010-х годов. Интересный факт в том, что для
для актера, впоследствии сыгравшего роль спасателя именно в Малибу в кино, участие в местном триатлоне стало почти символическим повторением экранной роли в реальной жизни. Уилл Феррелл – актер, комик, звезда фильмов, телеведущий и король дороги. Феррелл участвовал в Наутика Малибу триатлон еще в 2002 году. По свидетельствам очевидцев, он вышел на старт в майке, коротких шортах и повязке на голову, в образе, который выглядел как костюм для одной из его комедий. С тех пор он периодически появляется в числе знаменитостей, поддерживающих гонку. Скотт Иствуд – актер, сын Клинта Иствуда, известный по фильму «Дневник памяти» и франшизе «Форсаж». В 2016 году Иствуд принял участие в другой знаковой калифорнийской гонке South Beach Triathlon от Lifetime, еще одном крупном старте с участием звезд. Дэвид Духовный – актер, известный по роли агента Малдера в сериале «Секретные материалы», знаменитые The X-Files. Духовный – один из самых постоянных звездных триатлетов последних 25 лет. Он участвовал в Наутика Малибу триатлон как минимум с начала 2000-х, задокументировано его участие в 2001 году, и продолжал выходить на старт в последующие годы. В 2011 году он финишировал на отдельной гонке Сан-Франциско триатлон на Алькатрас, где старт начинается с заплыва от острова Алькатрас через залив Сан-Франциско, одной из самых зрелищных и физически сложных коротких дистанций в США из-за холодной воды и сильного течения. Мэттью МакКонахи – актер, обладатель Оскара за фильм «Далласский клуб покупателя». В 2008 году МакКонахи финишировал на Наутика Малибу триатлон с результатом 1 час 43 минуты 48 секунд. При этом беговой этап он преодолел за 27 минут 25 секунд. Темп чуть быстрее 7 минут на милю, что для непрофессионального спортсмена считается очень достойным результатом. Мелани Чисхолм или Мел Си, участница легендарной поп-группы Spice Girls 90-х, одна из самых узнаваемых поп-звезд Великобритании. Путь Мел Си в триатлон – это история не про развлечение звезды, а про личное восстановление. По собственному признанию, певица пришла к спорту на выносливость после того, как справилась с клинической депрессией. Свой первый финиш в мультиспорте она отметила в 2011 году. С тех пор Мел Си стала регулярной участницей соревнований, включая Лондон триатлон и Бленхайм Пэлас триатлон 2016 года. Гонку, которая проходит на территории исторического дворца Бленхайм в Оксфордшире. Певица открыто писала о триатлоне в колонках для британской прессы, называя тренировки частью своего идеального выходного. Дженнифер Лопес – певица, актриса и продюсер, одна из самых коммерчески успешных артисток рубежа 2000-х, известная по роли в фильме «Селена» и синглу «Jenny from the Block». В 2008 году, всего через 7 месяцев после рождения двойни, Лопес вышла на старт Наутика Малибу триатлон и финишировала с результатом 2 часа 23 минуты 38 секунд. Возвращение в спортивную форму так быстро после родов стало отдельной темой обсуждения в прессе того времени. Группа Каста. Владислав Лишкевич, более известный как Влади, один из основателей ростовской рэп-группы Каста, продюсер и владелец лейбла Respect Production, кандидат экономических наук, кстати. В отличие от большинства голливудских звезд, Влади пришел в триатлон не через разовую благотворительную акцию, а как обычный любитель, всерьез занимавшийся спортом на выносливость параллельно с музыкальной карьерой. По его собственным постам, до этого он нормально бегал, но плавание и велотап были для него на уровне новичка. Первый его старт в формате триатлона датирован 2020 годом на олимпийской дистанции. Сам музыкант описывал это как авантюру. Для меня это авантюра. Я только нормально бегаю, остальное на уровне залетного курортничка. В 2021 году Влади участвовал в одном из крупнейших триатлонных стартов России, собравшим около 2500 спортсменов. По свидетельствам других участников, в том же 2021 году его также видели на старте половинной дистанции Ironman 73. Рэпер Fuse и проект Crack. Российский хип-хоп проект из Санкт-Петербурга, основанный в 2001 году как часть объединения Kitchen Records. Бессменный участник и основной MC и автор большинства текстов рэпер Fuse. К сожалению, основатель рэп-группы 46-летний Артем Fuse Бравков погиб в автокатастрофе.
После начала войны в Украине рэпер уехал из России в США. Жена рэпера рассказала, что он попал в страшную аварию. Врачи сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. В интернете нет информации, что Фьюз участвовал в каких-либо мультиспортивных соревнованиях, либо конкретно в триатлоне. Но мы нашли в интернете достаточно интересное видео, его интервью, где он рассказывает, что он знает и понимает, что такое триатлон. Посмотрите, что он говорил. Я вот нахожу себе все новые всякие увлечения. Этим летом я хотел половинку триатлона сделать, поэтому у меня теперь велосипед, плавание, бег, спортзал. Предыдущие все там месяцы у меня было там, не знаю, 5-6 тренировок в неделю. Бег – моя специфика последних лет. Я много бегаю. И вот и постепенно я добавляю плавание, и теперь у меня есть велик. Ну вот сезон начнется. В зале я крутил этой зимой много. Британский шеф-повар, обладатель звезд Мишлен, ведущий кулинарных шоу «Адская кухня» и мастер-шеф Гордон Рамзи. Редкий случай знаменитости, которая пошла не по пути спринтерского старта в Малибу, а сразу замахнулась на дистанцию чемпионата мира. В 2013 году он финишировал на Ironman World Championship в Коне, Гавайи, с результатом 14 часов 4 минуты и 48 секунд. Планировал вернуться в 2014 году, но травма ахиллова сухожилия вынудила его сняться с гонки. В 2015 году он все же вернулся к длинным дистанциям, пробежав Ironman в Великобритании, а позже неоднократно принимал участие в марафонах и других триатлонах, включая старт с командой Team Рамзи на Ironman 73. Он достаточно часто появлялся на стартах триатлонной серии Т100, и здесь вот непонятно, то ли он является амбассадором конкретно серии Т100, естественно выполняя функции там медийного человека за деньги, то ли действительно настолько медийному человеку триатлон нравится, и он решил это все попробовать, так как делают это многие знаменитости. Если посмотреть на всю карту звездных стартов, вырисовывается четкая закономерность. Подавляющее большинство звезд Голливуда выбирают Наутика, Малибу, триатлон по 3 причинам. Во-первых, географическая близость. Малибу — это фактически пригород Лос-Анджелеса, где живет значительная часть голливудской индустрии. Во-вторых, спринтерская дистанция, которая физически посильна для человека без специальной подготовки. В-третьих, статус благотворительного события, что превращает участие в публичный медийный жест, а не только в спортивное достижение. Профессиональные спортсмены и те немногие голливудские звезды, кто действительно заболел триатлоном как видом спорта. Шон Эстин, Гордон Рамзи, Алекс Занарди рано или поздно приходят на чемпионат мира Ironman в Коне, старейшую и самую престижную дистанцию с 1978 года. Гонщики Формулы-1 чаще выбирают гонки среднего формата, олимпийскую дистанцию или Ironman 73 как продолжение своей многолетней привычки к контролируемым тренировочным нагрузкам без необходимости полностью посвящать себя новому виду спорта. Есть одна вещь, которая объединяет всех героев этого выпуска. От чемпиона мира Формулы-1 до рэпера Влади из ростовской группы Каста. От актера трилогии «Властелин колец» до паралимпийца без ног. На старте триатлона никого не интересует ваш статус. Вода, педали и асфальт одинаково безразличны к Оскару, чемпионскому титулу или платиновому альбому. Может быть, именно поэтому знаменитости продолжают выходить на этот старт не ради еще одной строчки в биографии, а чтобы хотя бы один раз в жизни услышать простую фразу, которая не имеет ничего общего с шоу-бизнесом. You are an Iron Man. Ставьте лайк, если узнали для себя что-то новое в этом видео, и подписывайтесь на наш канал On Your Mark Triathlon News. Впереди еще много историй из мира триатлона. А кому лень смотреть наши видео, напоминаю, у нас есть наш телеграм-канал, и там все мировые новости триатлона. Подписывайтесь и на связи. Увидимся в следующем видео.